Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам спортивные фильмы, которые есть у меня в коллекции на физических носителях, то есть на Blu-ray и на DVD. У меня есть некоторое количество фильмов про спорт, и сегодня хочу вам их показать. Самое большое количество это будет про бокс, а также есть и про другие виды спорта. Начать хочу как раз с бокса. И первый фильм это картина Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли «Бешеный бык». Такое вот издание. Фильм черно-белый. И он рассказывает про боксера Джейка Ламота, который реально был. Этот фильм рассказывает о карьере данного боксера. Такая вот картина. За данную роль Роберт Де Ниро получил Оскар. Свой второй за лучшую мужскую роль. Такая вот картина. Идем далее. И следующая картина. Это фильм с Сильвестром Сталлоне «Рокки». Известный культовый фильм, который начал франшизу, который до сих пор продолжается. Присутствует у меня в коллекции на Blu-ray данный фильм, который, кстати, первый спортивный фильм, который выиграл Оскар за лучший фильм. Присутствует у меня на Blu-ray, также присутствует в таком вот издании на DVD. В диджипаке. Здесь такая же картинка. Здесь опять видим Рокки в исполнении Сильвестра Сталлоне. Также у меня есть шестой фильм из этой серии про Рокки, который называется «Рокки Бальбоа», где снова в главной роли Сильвестр Сталлоне. Такое вот издание. Здесь видим борьбу на ринге двух боксеров. Далее в коллекции про Рокки есть современный перезапуск, мягкий, с Кридом, Крид «Наследие Рокки», где в главной роли, помимо Сильвестра Сталлоне, который играет Рокки Бальбоа, здесь также актер Майкл Би Джордан, который играет Крида. И еще вторая часть, Крид 2. В данной картине также снимались Майкл Би Джордан и Сильвестр Сталлоне, а также мы можем здесь видеть Дольфа Лундгрена. Такие вот 6 картин, точнее 4 картины про Рокки и его продолжение. Далее, следующий фильм также про бокс. Это картина Клинта Иствуда «Малышка на миллион». Это на сегодняшний день последний фильм спортивный, который выигрывал награду за лучшую картину по итогам года на Оскаре. Здесь видим, что снимался также Клинт Иствуд помимо режиссуры в качестве актера. Также снялся Морган Фриман. И все трое актеров здесь получили по Оскару. А Клинт Иствуд даже 2. Картина «Малышка на миллион». Далее следующая картина. Опять же про бокс и про реального боксера. Это фильм режиссера Рона Ховарда с Расселом Кроу и Рене Зельвегер. «Нокдаун». Здесь видим внутренний арт данного издания.
Данный фильм рассказывает историю реального боксера 30-х годов Джима Брэддока. Фильм «Нокдаун». Идем далее. И следующий фильм, и последний в сегодняшнем обзоре, про бокс. Это картина «Боец» режиссера Дэвида О. Рассела. В данной картине снимались Кристиан Бейл и Марк Уолберг в роли братьев, а также Эми Адамс. И за роль в данной картине Кристиан Бейл получил свой Оскар. Такой вот фильм. На этом бокс все. И продолжаем с другие виды спорта. И картина про автоспорт с Томом Крузом в главной роли. Дни грома. Это у нас фильм режиссера Тони Скотта. Здесь у нас, помимо того, что драма, здесь также рассказывается про автогонки, как можно видеть на скриншотах сзади издания. Фильм «Дни грома». Далее, следующая картина. Американский футбол и фильм с Уиллом Смитом «Защитник». И данный фильм основан на реальных событиях. Такая вот картина. Идем далее. И фильм про прыжках с трамплина на лыжах Эдди Орел. В таком вот у меня чешском издании. Данная картина от режиссера серии фильмов про Кингсмана. Также здесь в главной роли актер, который также снимался в Кингсмане. Кроме того, здесь в роли наставника снялся Хью Джекман. Фильм интересный, мне понравился. И здесь он основан также на реальных событиях про человека, который решил попробоваться отобраться в сборную Великобритании по прыжкам с трамплина. Хотя Великобритания не выступала в данной дисциплине уже много лет. Но это достаточно известный был в свое время человек. И про него был снят фильм «Эдди Орел». Идем далее. И следующий фильм это у нас «Бейсбол» и картина с Кевином Костнером «Поле чудес». Такое вот издание. Далее теннис и картина «Битва полов», в которой снялись актеры Эмма Стоун и Стив Карелл. Данная картина основана на реальных событиях и рассказывает про битву полов, то есть про матч 1973 года между первой ракеткой мира среди женщин Билли Джин Кинг и бывшим чемпионом среди мужчин Бобби Риксом. Битва полов. Идем далее. И третий фильм, и второй по счету, который получил Оскар за лучший фильм, это британская картина «Огненные колесницы», которая известна больше всего своим саундтреком, который написал Вангелис. И даже можно сказать, что саундтрек данной картины более известен на сегодняшний день, чем сама картина. И здесь у нас рассказывается про бегунов, которые участвовали в Олимпиаде.
а именно Олимпиаде 24 года в Париже. Картина «Огненные колесницы». Идем далее. Следующий фильм. Это у нас картина с Томом Крузом «Джерри Магуайр», где Том Круз играет спортивного агента. Открываем. Здесь иностранные печати издания. Такая вот картина. Идем далее. И следующий фильм. Это спортивный триллер, драма «Охотник на лис», который основан на реальных событиях. Здесь у нас снялись Стив Карелл, Ченнинг Татум и Марк Руффало с бородой. Как мы видим, данная картина номинировалась на 5 премий «Оскар». Далее фильм про карате. Это у нас этот перезапуск франшизы, который случился в начале 10-х годов. «Карате-пацан», в котором снялись Джеки Чан в роли наставника, а также сын Уилла Смита Джейден Смит. Фильм, как понятно из названия, про карате. И, наконец, последний фильм про спорт, который хочу вам показать. Это такое вот DVD-издание. Здесь у нас диск в слипе с другим артом, другим изображением. Здесь такое же, как и на обложке. А на самом диске такая же накладка, как на этом слипе. А также бонусом идут такие вот накладки на зеркала автомобиля в виде российского флага. И этот фильм рассказывает про спортсмена Валерия Харламова. То есть фильм основан на реальных событиях. И роль Валерия Харламова в данной картине исполнил Данила Козловский. И это было последнее спортивное кино на сегодня, которое хотел вам показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.